Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, заглядывайте обязательно в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Также интересные узорчики вы можете найти в разделе Shorts. Так? Когда вы посмотрите короткое видео Shorts, вы внизу экрана увидите стрелочку Play и, нажимая на эту стрелочку, вы попадаете на полное видео с данным узорчиком. А также можете пройти по ссылке в описании к данному шортсу. А также заглядывайте в раздел сообщества, там тоже много интересных узорчиков, а также ссылки на полное видео. Отдельный привет и слова благодарности хочу передать своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо за ваши лайки, комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам вот с такими ниточками блестящими. С такими ниточками мы уже работали, даже с такой палитрой. Но и с новым узорчиком. Новички, кто еще не знает данные ниточки, знакомьтесь. Называются они Alize, Angora Gold, Simli. Simli значит блестящий. Видите, как блестят. Дальше в моточке находится 100 грамм, в 100 граммах 500 метров. По составу это 75% акрил, 20% шерсть и 5% вот как раз металлическая ниточка, за счет чего они блестят. Нам здесь советуют производители брать крючок от 2 до 4. Сразу же, пока не забыла, назовем цвет. Цвет номер 27, передается на камеру, какой он есть на самом деле. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3. То есть я беру сегодня крючок номер 3, свою рабочую лошадку. Так, вот. Вы, в свою очередь, берете не обязательно такую же пряжу, которую показываю я. Все узорчики универсальные. Пробуйте, вяжите из разной пряжи. Один и тот же узорчик из разной пряжи вообще выглядит по-разному. Возможно, из вашей пряжи он будет выглядеть более выигрышно, чем из моей. Самое главное, когда вы будете брать пряжу, прочитайте аннотацию, так, инструкцию, какой вам советует крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка, в принципе, читабельная. Кто умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. А мы с новичками, кто еще не умеет работать, да, будем работать вместе. Вы повторяете за руками, но обязательно смотрите на схемку. Мы с вами провяжем элемент, посмотрите, как он изображается на схемке. Провяжем, посмотрите, провяжем, посмотрите. И так вы научитесь быстро в дальнейшем самостоятельно работать с любыми схемками. Итак, смотрим. Раппорт сегодняшнего узорчика равняется 16 петелек. В силу того, что ниточка тоненькая, узорчик очень красивый, я хочу сделать 3 раппорта. Да, вот такой вот большой будет узорчик. Это 48 воздушных петелек. И наберу я. И дополнительно еще петельку, чтобы узорчик красиво, ровно закончился. То есть я набираю 49 аж воздушных петелек, а вы набираете, сколько вам будет удобно. Итак, для начала все как всегда. Петелька фиксации. И теперь я набираю 49 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 49. Вот, смотрите, это мой будущий образец, но он будет не таким. Он уменьшится в силу того, что узорчик у нас будет волнистый. Поняли, да? Он, естественно, у нас сузится. Это тоже, когда будете вязать образец, не забывайте. Итак, приступаем непосредственно сразу же к самому узорчику. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Это имитация столбика с накидом. Теперь будьте внимательны. Делаем накид и пропускаем с вами 5 петелек от крючка. Раз, два, три, 4, 5, аж в шестую петельку, вот в шестую, нырнули, провязали столбик с накидом. Есть. Делаем опять накид, пропускаем в цепочке одну петельку и в следующую делаем еще один столбик с накидом. Есть. Итого получается, мы с вами сделали вот 3 петельки подъема, это раз столбик с накидом, второй столбик с накидом, третий столбик с накидом. Как только провязали 3 столбика, делаем воздушную петельку. Раз. Пропускаем петельку в цепочке и в следующую петельку провязываем столбик с накидом. Есть. Теперь будем считать. Вот эти 3 столбика запомнили, да? Раз, два, три. Начинается новая нумерация.
Первый столбик, смотрите, как мы провязываем. Воздушная петелька, в цепочке ничего не пропускаем. По порядку в следующую петельку провязываем столбик с накидом 2. Есть. Воздушная петелька. По порядку в следующую петельку цепочки считаем 3. Воздушная петелька. По порядку 4. Воздушная петелька. По порядку 5. Вот такая картина получается. Как только провязали 5 столбиков, воздушная петелька, пропускаем одну петельку в цепочке и начинаем заново отсчет. Раз. Теперь воздушные петельки не делаем, просто пропускаем в цепочке по одной петельке. Пропустили в следующую петельку. 2. Опять следующую петельку пропустили, потом 3. Пропустили 4. Пропустили по порядочку. Следующее 5. Видите, за счет этого получается вот потихонечку начинается волна. Дальше опять делаем воздушную петельку. Пропустили, получается, одну петельку. И опять начинается новый отсчет. Раз. Воздушная петелька. Здесь мы ничего не пропускаем в цепочке. 2. Воздушная петелька. 3. Воздушная петелька. 4. Воздушная петелька. 5. Поняли, да? Получается, за счет того, что мы делаем воздушные петельки, у нас как бы получается верхняя волна. За счет того, что мы не делаем воздушных петелек, а пропускаем в цепочке, у нас получается как бы нижняя волна. Видите? Потихонечку начинает заворачиваться. И вот так вот вы, смотря на схемку, провязываете до конца ряда. Угу, поняли принцип? Давайте, надеюсь, поняли. Самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали, получается, наш самый первый ряд. Потихонечку формируются волны. И закончили мы ряд точно так же, как и начинали. Вот наши 3 столбика. Раз, два, три. Ну, как бы нижняя волна. Угу. Далее, смотрите, 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. Теперь будьте внимательны. Вот, получается, наш первый столбик. От него мы провязали 3 петельки подъема. Второй столбик мы пропускаем. И в третий столбик за верхушку провязываем столбик с накидом. Есть. Теперь накид. Смотрите. Воздушную петельку пропускаем. Там, где столбик, провязываем столбик с накидом. Есть. И вот получается наши 3 столбика. Раз, два, 3. Как и в предыдущем ряду. После этого мы делаем воздушную петельку. Так. И переключаемся вот за верхушку столбика. Смотрите, что мы делаем. Накид. Нырнули в верхушку. Вытянули ниточку. Провязываем столбик с накидом. Раз. Сюда же. Столбик с накидом 2. Сюда же столбик с накидом 3, 4 и 5. Вот так вот петельку подтянули, оставили ее. Сами вернулись вот к первому столбику из 5. Видите, раз, два, 3, 4, 5. Вот он. Беремся за верхушечку. Так. Теперь петельку, которую мы сделали, подтягиваем на крючок. И эту петельку протягиваем через первый столбик. Оп. У нас получался вот такой вот шишечка, бочоночек. Называется еще попкорн. Несложно. Дальше воздушная петелька. Смотрите, делаем накид. И теперь мы с вами, вот там, где у нас арочка из воздушной петельки, в эту арочку нырнули и провязали столбик с накидом. Воздушная петелька. И по порядку вот следующий столбик провязываем точно такой же попкорн, такой же бочоночек. Опять 5 столбиков с накидом. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. Сюда же 4. И сюда же 5. Петельку подтянули. Вернулись к самому первому столбику из 5. Вот, беремся за верхушечку его. За петельку. Петельку подтягиваем и протягиваем ее через первый столбик. Еще один попкорн. Дальше воздушная петелька. Опять ныряете вот в арочку
из воздушной петельки, провязываете столбик с накидом, воздушная петелька, и по порядку вот следующий столбик, в него еще один бочоночек или попкорн. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3, сюда же. 4 и сюда же 5. Вот. И опять точно так же делаем петельку. И за первый столбик, за верхушку первого столбика беремся и протягиваем петельку через первый столбик. Оп. И опять у нас получился попкорн. И получается, там, где у нас верхняя волна, вот на этом месте у нас сформировались вот такие вот 3 попкорна. Не сложно? Идем дальше. Итак, теперь получается будем делать так вот нижнюю как бы волну, да? Для начала воздушная петелька. И шагаем вот по порядочку столбик. Беремся за верхушку столбика, провязываем столбик с накидом. Теперь будьте внимательны. Смотрите, получается вот воздушную петельку пропускаем и следующий столбик, в него столбик с накидом. Считаем второй столбик. Так, помним, что должно быть 5 столбиков. Раз, два. Теперь смотрите, один столбик пропустили, следующий 3 столбик с накидом. Один столбик пропустили, следующий 4 столбик с накидом. И теперь получается вот нашу арочку из воздушной петельки пропустили, и в следующий столбик 5 столбик с накидом. Так мы сформировали с вами вот нижнюю волну. Поняли, да? 5 столбиков — это нижняя волна. Идем дальше. И теперь получается мы опять будем провязывать вот нашу верхнюю волну. Она будет состоять у нас из такого попкорна. Угу. Давайте еще раз вместе провяжем. Итак, воздушная петелька, накид. Получается, мы вот эту арочку нашу пропускаем. Вот следующий наш столбик. И в него провязываем наш попкорн. 5 столбиков с накидом. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Сюда же. 4. И сюда же 5. Подтягиваем петельку. Возвращаемся к первому столбику. Беремся за верхушку. И потом вот эту петельку протягиваем через верхушку первого столбика. Первый попкорн готов. Дальше воздушная петелька. Ныряем в арочку. И в арочку столбик с накидом. Воздушная петелька. И следующий по порядку столбик. Будет у нас опять еще один попкорн. 5 столбиков с накидом. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. 4. 5. Петельку опять подтянули. Вернулись к нашему первому столбику. Вот. И беремся за петельку. И петельку протягиваем через верхушку первого столбика. Второй попкорн есть. Опять воздушная петелька. В арочку нырнули, провязали столбик с накидом. Воздушная петелька. И в следующий по порядку столбик, последний, третий наш попкорн. Раз. 2. 3. 4. 5. Подтянули петельку. Опять вернулись к нашему первому столбику. Беремся за верхушку, петельку протягиваем через верхушку первого столбика. Все. Вот опять верхушка нашей волны готова. 3 попкорна. И опять делаем нижнюю волну, воздушная петелька. Так, вначале в первый столбик. Считаем раз столбик с накидом. Потом без воздушных петелек. Следующие 2 столбик с накидом. Пропускаем один столбик, следующий 3 столбик с накидом. Пропускаем столбик, следующий 4 столбик с накидом. И четко следующий 5. Все, вот мы с вами сделали и верхний, получается, и нижнюю волну. Поняли, да? И вот так вот шагаете до конца ряда. Ничего сложного. Смотрите схемку. Возвращаетесь немножко назад, перематываете, и у вас все получится. Все, до конца ряда самостоятельно. Давайте. Так, смотрите, вот провязали практически до конца. Вот такая змейка у нас начинает вырисовываться. И как мы заканчиваем ряд? Вот получается после нашего попкорна 2 столбика с накидом. И потом один столбик мы пропускаем. И там, где были 3 петельки подъема, помните, да? Вот мы в третью петельку
провязываем последний столбик с накидом. То есть здесь у нас получается вот наши 3 столбика. Раз, два, три. Точно так же мы начинаем каждый ряд, точно так же мы заканчиваем каждый ряд. Дальше 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь смотрите, мы пропускаем вот наш один столбик и в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Есть. Теперь за верхушку вот нашего попкорна, видите, вот он попкорн. Получается, мы беремся за верхушечку попкорна и провязываем третий столбик с накидом. Вот. Как и договаривались, 3 столбика с накидом мы заканчиваем ряд, 3 столбика с накидом мы начинаем ряд. Дальше делаем воздушную петельку, и получается верхушка нашей волны будет. Теперь будьте внимательны. Вот, получается, между попкорнами есть столбик. Так, мы вот за этот столбик беремся и провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. Теперь, смотрите, получается, между столбиком и попкорном у нас здесь была арочка из воздушной петельки. Ныряем в арочку, столбик с накидом. Воздушная петелька. Теперь опять в сам попкорн, столбик с накидом, центральный попкорн. Воздушная петелька. В арочку, столбик с накидом. Воздушная петелька. И вот столбик между попкорнами, столбик с накидом. То есть вот таким вот образом мы опять провязали верхушечку нашей волны. Вот. Идем дальше. Теперь воздушная петелька. И смотрите, в начале верхушку попкорна провязываем столбик с накидом. Считаем первый столбик. Это будет низ нашей волны. Первый столбик. Дальше воздушные петельки не делаем. По порядку вот идет следующий столбик. Считаем второй столбик с накидом. Теперь будьте внимательны. Один столбик пропускаем и в следующий столбик. Третий столбик с накидом. Один столбик пропускаем, следующий. Четвертый столбик с накидом. И получается за верхушку вот нашего первого попкорна беремся за верхушку и провязываем. Это будет наш пятый столбик с накидом. Это получается низ нашей волны. Видите? Вот с этой стороны получается вот такая картина. С этой стороны вот такая картина с бочоночками. Все. И опять дальше идет повторение. То есть после того, как провязали низ, так, мы, получается, делаем воздушную петельку. И опять шагаем по нашим попкорнам. То есть получается, вначале мы делаем вот там, где у нас идет наш первый попкорн, мы провязали столбик, так, как ориентир. И дальше получается, вот между попкорнами столбик, мы беремся за столбик, провязываем столбик с накидом, воздушная петелька, дальше арочка между столбиком и попкорном, воздушная петелька, сам попкорн, верхушка, воздушная петелька, арочка между попкорном и столбиком, воздушная петелька, и получается вот там, где наш столбик между попкорнами, в него столбик с накидом. То есть это была опять верхушка нашей волны. Все, и вот так вот шагаете, точно так же низ, вот точно так же вверх. Схемка перед вами, тут ничего сложного вообще нету, до конца ряда. Угу. Давайте, у вас получится. А я вас встречу в конце ряда. Так, смотрите, вот наши волны. Вот с этой стороны так они выглядят, как мы заканчиваем ряд. Точно так же, когда мы сделали верхушку нашей волны, у нас низ здесь все из трех столбиков. Раз, два. Дальше нижний столбик пропускаем, и там, где 3 петельки подъема, в третью петельку провязываем третий столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Дальше опять 3 петельки подъема. Так. 3. Поворот. Теперь смотрите, пропускаем нижний столбик один, следующий провязываем столбик с накидом. Есть. Теперь смотрите, арочку пропускаем и следующий столбик тоже столбик с накидом. Все, вот наши 3 столбика, которые мы начинаем каждый ряд, провязали. Дальше будем повторять точь-в-точь второй ряд с нашим попкорном. Вначале воздушная петелька, так, арочку пропустили, следующий столбик попкорн. 5 столбиков с накидом, вы уже умеете вязать. Раз, 2, 3, 4, 5. Подтянули ниточку, вернулись к первому столбику, захватили верхушку и петельку протянули через верхушку первого столбика. Есть. Первый попкорн готов. Дальше
Воздушная петелька, нырнули в арочку, провязали столбик с накидом. Воздушная петелька, следующий по порядку вот этот столбик, мы в него провязываем попкорн. Раз, столбики с накидом. 2, 3, 4, 5. Подтянули, вернулись к первому столбику вот таким вот образом и оп, провязали. Воздушная петелька, опять в арочку, столбик с накидом. Воздушная петелька и в следующий столбик еще один попкорн. Раз, сюда же 2, сюда же 3, 4 и 5. Подтянули, вернулись к первому столбику, захватили петельку и провязали. Вот опять верхушечка нашей волны, и она состоит точно так же из 3 попкорнов. Несложно. Идем дальше. Воздушная петелька. Теперь будем провязывать низ нашей волны. Вначале в первый же столбик провязываем столбик с накидом. И, ну, естественно, считаем раз, да? Потом по порядочку во второй. 2. Теперь один пропустили в следующий. 3. Один пропустили в следующий. 4. И по порядку в следующий. 5. Поняли, да? То есть точь в точь, как мы с вами провязывали, вот второй ряд, который был с попкорнами. Все, тут ничего сложного. Низ, получается, волны вообще в каждом ряду все одинаково. Поняли, да? Все, давайте до конца ряда, и в конце ряда я вас еще раз встречу. Посмотрим, что получится. Получится симпатично. Так, смотрите, вот у нас по итогу получается. Как вам? Симпатично, да? И заканчиваем ряд мы точно так же, как и предыдущие ряды. То есть раз столбик, 2 столбик. Дальше один столбик пропустили. И вот в третью петельку подъема провязали последний третий столбик. То есть у нас, получается, ряды будут чередоваться. Обычные столбики и попкорн. Обычные столбики, попкорн. Сейчас будут обычные столбики. 3 петельки подъема. Поворот. И один столбик пропустили, следующий столбик провязали столбик с накидом. И получается, там, где у нас первый наш попкорн, беремся за верхушечку и провязываем столбик с накидом. Вот наши 3 столбика с накидом, с которыми начинаем ряд. Это как бы нижняя волна. Дальше пошла верхняя волна. Воздушная петелька. Там, где столбик между попкорнами, в него провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька в арочку, столбик с накидом. Воздушная петелька в центральный попкорн, за верхушечку провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька в арочку, столбик с накидом. Воздушная петелька в столбик, столбик с накидом. Все, вот эти наши 5 столбиков, которые образуют верхушку. Дальше пошла нижняя часть волны. Вначале воздушная петелька. И за попкорн беремся за верхушку, столбик с накидом. Теперь смотрите внимательно. За следующий столбик, столбик с накидом, тоже второй столбик. Так, потом один столбик пропустили, третий столбик. Один столбик пропустили, четвертый столбик. И верхушка попкорна, 5 столбик. Это получается низ нашей волны. Все. Все то же самое, что мы с вами провязывали. Вот, получается, наш первый ряд, 3, 5 одинаковые, да, нечетные. 2, 4, 6, 8, 10 далее четные будут у нас с попкорном. Все, ничего сложного. Давайте увеличим образец несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. То есть всего лишь только 2 ряда. И они повторяются. Никуда не смещаются в шахматном порядке. То есть не запутайтесь. Угу. Давайте встречаемся через несколько рядочков. У вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Посмотрите, что по итогу получается. Вроде обыкновенные волны, но не обыкновенные, да, зигзаги, волны, как их назвать. Лицевая сторона, потому что видно шишечки очень отчетливо. Изнаночная сторона, гляньте, аккуратненько. Не стыдно показать, не хуже лицевой, так? Но все-таки узорчик получается односторонний. То есть что это может быть? Это могут быть, ну и палантины, конечно, могут быть из данной пряжи. Это могут быть кофточки, кардиганчики. Учитывая, что вот эти вертикальные полоски, они будут удлинять силуэт. Обязательно попробуйте в блузках, в кофтах.
Не обязательно из этой пряжи, потому что многие пишут, что данная пряжа колется, кому-то нравится, кому-то нет. То есть пробуйте из летней пряжи, из демисезонной пряжи. Не забывайте, что узорчик мы можем в любой момент повернуть, так? И вот эти самые попкорн, шишечки, бубочки будут смотреть у вас вниз вот таким вот образом. Как вам? Но волны всегда были шикарные, да, в любом исполнении. То есть волны, они есть волны. Из моей пряжи вот так вот чуть-чуть тянется. И вот так вот чуть-чуть тянется. Из вашей пряжи может тянуться больше, может тянуться меньше. Поэтому пробуйте, вяжите обязательно. Из разных видов пряжи. Один и тот же узорчик смотрится по-разному. Давайте замерим красоту. Я сегодня набирала аж 49 воздушных петелек. Так, ниточка тоненькая. И у меня получается это, смотрите, из моей пряжи, моя плотность вязания, мой крючок, это 18,5 сантиметров. А здесь получается простые, да, столбики и с попкорном. 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10. Всего лишь 10 рядочков. И это у нас, смотрите, получается, ну вот 10 практически, да, чуть-чуть, вот, может быть, даже 9,8 сантиметров. Вот. Узорчик, конечно, растет не быстро, но от этого стоит, согласитесь. Если кто-то уже данным узорчиком что-то вязал, то есть узорчик не новый, то нам напишите, какой пряжей вязали, что у вас получилось, где применили данный узорчик. Угу. Вот такая красота. Не сложно, не сложно. В копилочку ваших узорчиков. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно пишите комментарии. Это помогает продвижению моего канала. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в свои плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.